Сад, который просыпается первым. Ранняя весна. Самое трепетное время в саду. Сад еще кажется пустым, деревья безжизненными, земля холодной. Но именно в этот момент происходит маленькое чудо. Появляются растения, которые не ждут тепла. Солнце еще низкое, деревья стоят без листвы. И именно в этот короткий период тенистые уголки сада получают максимум света. Поэтому многие теневые многолетники цветут очень рано, пока кроны еще не закрыли небо. Сегодня я покажу 10 многолетних растений, которые зацветают одними из первых. Прекрасно чувствуют себя в тени и полутени и способны сделать сад живым уже в марте и апреле. Есть особые многолетники, которые не боятся холода, не боятся возвратных морозов, не ждут тепла и солнца. Они просыпаются первыми, словно говорят: весна пришла, даже если ты пока в этом сомневаешься. Это многолетники, настоящие герои раннего сада. Многие из них живут десятилетиями, становясь частью ландшафта и семейной истории сада. Итак, морозник или рождественская роза. Морозник – аристократ раннего сада. Когда он зацветает, кажется, будто сад совершил ошибку во времени. Его крупные, словно фарфоровые цветы появляются в феврале-марте, иногда прямо из-под снега, когда остальные растения еще спят. Он не боится холода, ветра и дождя. Цветы держатся удивительно долго, иногда до 2 месяцев, и могут быть белыми, кремовыми, розовыми, пурпурными или зелеными, часто с крапом или прожилками. Его листва плотная, зимующая. Она создает структуру клумбы круглый год. Морозник любит полутень, богатые гумусом почвы, стабильную влажность и защищенные от ветра места. Он может расти и на солнце, при условии, что почва не пересыхает. На солнечных участках морозник цветет особенно обильно, а окраска цветков становится более насыщенной. Растение не любит пересадок, но на одном месте может расти десятилетиями. Используется в теневых цветниках, под деревьями и в лесных садах. Морозник ядовит, но издавна применялся в народной медицине. Интересный факт: в средние века морозник считался магическим растением и использовался как оберег от злых духов. При работе с морозниками обязательно используйте перчатки, так как при контакте с листьями возможна аллергическая реакция на коже. Но несмотря на это, морозники прекрасны в саду, и их действительно стоит посадить. Следующая – печеночница, лесная драгоценность ранней весны. Печеночница – это сама нежность. В природе она встречается в лиственных лесах, где образуют нежные куртины под деревьями. Ее голубые, розовые или фиолетовые цветки с множеством лепестков и тычинок появляются одними из первых, иногда прямо из-под снега, в марте или начале апреля. На фоне прошлогодней листвы они выглядят особенно трогательно. Интересный факт. Название связано с формой листьев, напоминающих печень. Раньше растение считали лекарственным. Печеночница любит лесную атмосферу, полутень, рыхлую почву, богатую перегноем, умеренную влажность и минимум вмешательства. Очень неприхотлива, хорошо реагирует на мульчирование хвойным опадом, не требует укрытия на зиму. Растет медленно, но живет десятилетиями, образуя плотные куртины. Это одно из самых поэтичных растений ранней весны. Печеночница идеальна для садов в природном стиле, создания ранневесенних ковров под деревьями в миксбордерах и альпинариях. Медуница или пульмонария – настоящий цветок-хамелеон. Ее невозможно не заметить. Она цветет в марте-апреле и удивляет способностью менять окраску цветков. Сначала они розовые, затем становятся синими или фиолетовыми. На одном кусте одновременно можно увидеть сразу несколько оттенков.
Даже после цветения медуница остается декоративной благодаря красивым пятнистым или серебристым листьям, которые украшают сад весь сезон. Это одно из лучших растений для ранней весны и тенистых уголков сада. Предпочитает полутень, влажные, богатые почвы, отлично растет на лесных участках. Прекрасно закрывают почву и почти не требуют ухода. Медуница ценится за неприхотливость, теневыносливость, отличные медоносные свойства и использование в народной медицине. Далее примула многолетняя, известная также как первоцвет. Это королева ранней весны. Это настоящий праздник цвета сразу после зимы. Род насчитывает сотни видов, от миниатюрных до довольно крупных. Цветы собраны в зонтики, словно маленькие букеты, но могут быть и одиночными. Окраска самая разнообразная. Желтая, розовая, фиолетовая, бордовая, двухцветная. Цветы бывают и простыми, и махровыми. Именно примулы создают ощущение, что весна наконец-то вступила в свои права. Их цветы словно говорят: «Зима закончилась, можно улыбаться». Примулы зацветают в марте-апреле, иногда еще до полного таяния снега, образуя яркие цветовые пятна там, где сад еще только просыпается. Некоторые виды могут повторно цвести летом. Предпочитают полутень или разреженное солнце. На полном солнце нуждаются в постоянно влажной почве. Любят рыхлый, питательный, богатый гумусом грунт, нейтральный или слабокислый. Отлично растут группами. Идеальны для бордюров, миксбордеров, берегов водоемов, тенистых уголков сада и приствольных кругов. Следующая – ветреница или анимона. Это дыхание весны. Она никогда не стоит неподвижно, и ее цветы и тонкие стебли колышутся даже от легкого ветра, создавая ощущение живого сада. Цветет в марте-апреле и образует целые ковры. Со временем формируют красивые куртины и прекрасно смотрится под деревьями и кустарниками. Предпочитают полутень и рыхлые почвы. Уход минимальный. Некоторые виды ветреницы являются ядовитыми. Хохлатка или коридалис – растение весенней магии. Хохлатка цветет очень рано, в марте-апреле, образуя воздушные кисти желтых, розовых или сиреневых цветов, но делает это тихо и ненавязчиво, словно только для тех, кто действительно смотрит. Она будто спешит сказать: «Я здесь, но ненадолго». Быстро разрастаются и также быстро уходят в покой после цветения. Предпочитают полутень, влагу и рыхлую лесную почву. Отлично подходит для лесных уголков сада. Ценится за раннее цветение, аромат и нежную листву. Является важным источником нектара для ранних опылителей, таких как шмели и бабочки. Следующий – бадан или бергенея. Архитектура весеннего сада. Это основа. Его крупные кожистые листья остаются декоративными круглый год. Цветет в апреле-мае, выбрасывая высокие цветоносы с колокольчатыми соцветиями. Окраска от белой до розовой, лиловой и пурпурной. Цветение длится 20-30 дней, иногда бывает повторное осеннее цветение. После зимы листья часто приобретают бордовый оттенок. Бадан очень вынослив, переносит тень, солнце и бедные почвы, отлично подходит для сложных мест. Зимостойкость высокая, укрытия не требуется. Используется в тенистых и полутенистых участках для создания плотных зарослей, как почвопокровное и лекарственное растение. Преимущества: практически неубиваемо. Следующий – адонис или горецвет, настоящее золото весны. Адонис словно приносит солнце с собой. Его ярко-желтые цветы раскрываются очень рано, в марте-апреле, и сияют на фоне еще холодной земли. В природе он обитает на сухих степных склонах, опушках лесов
и на известковых почвах. Поэтому в саду ему необходимы солнечное место и рыхлая известковая почва. Интересный факт. Адонис упоминается в мифах и легендах как символ возрождения. Это растение не любит пересадок и растет медленно, но если ему хорошо, оно будет радовать цветением десятилетиями, с каждым годом становясь только красивее. Внимание! Все части растения ядовиты, но, как и многие, используются в медицине. А далее дицентра – разбитое сердце весны. Дицентру еще называют разбитое сердце – неприхотливое и очень декоративное растение. Цветет в апреле-мае розовыми, пурпурными или белыми цветами, собранными в кисти сердечки. Листья ажурные, легкие, создают красивый фон. После цветения надземная часть часто отмирает. Некоторые виды ядовиты, корни содержат алкалоиды, но растение широко используется в садах. Предпочитает солнце или полутень, влажную, хорошо дренированную почву, морозостойко, устойчиво к болезням и вредителям. Идеально подходит для создания контрастов в тенистых садах, рядом с кустарниками и в природных цветниках, миксбордерах, а также для срезки, так как долго стоит в воде. Купальница или троллеус – весеннее солнце в цветнике. Купальница словно маленькие солнечные шары, разбросанные по саду. Она особенно хороша у водоемов и на влажных участках. Цветы плотные, округлые, от лимонно-желтых до насыщенно-оранжевых. Цветет в апреле-мае и обладает легким медовым ароматом. Предпочитает солнце или легкую тень. Плодородные и влажные почвы. Идеально для оформления берегов водоемов и природных садов. Вот такой он, ранний весенний сад. Тихий, нежный, но уже живой. Это не про пышность. Это про настроение, про первые цветы, про ощущение, что жизнь возвращается. И даже когда кажется, что вокруг еще холодно и пусто, природа уже начала свой путь. Если правильно подобрать многолетники, сад будет радовать вас с самых первых теплых дней. Спасибо вам, что провели это время со мной. Мне искренне приятно, что вы смотрите, слушаете и делитесь любовью к саду. Если это видео было для вас полезным или просто подарило хорошее настроение, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о растениях, садах и жизни рядом с природой. Обязательно напишите в комментариях, какие растения первыми зацветают в вашем саду и какие из них вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Ваши комментарии, пожелания и истории очень вдохновляют и помогают каналу расти. До скорых встреч! И пусть весна придет в ваш сад как можно раньше. А во второй части я познакомлю вас еще с 10 самыми раннецветущими многолетниками.